Всем привет! Ну что, сегодня будет видео про покупочку одну. Вот до этого делал зеркало, будет ссылочка на зеркало. Там и делал лампы, но на лампы не будет ссылочки, потому что видео нет. Хотя даже отрывка с лампами, что зеркало, что лампы, делались вот с такими лампочками. Вроде 53 цоколь. Суть заключается в чем? В том, что диаметр их 75 миллиметров. И проблема заключается в том, что обычным сверлом, понятно, 75 не найдешь. Перьевое сверло 75 я не нашел. Да и даже на 50 миллиметров перьевое сверло слишком, скажем, очень сложно сверлится, и проблемы возникают. Вот купил до этого, сверлил вот такими коронками. То есть можно разного диаметра и так далее накреплять. Но опять же, тут 70 или 75 или 74. Все равно, грубо говоря, если просверлить, то данный патрон не входит. Как лампочка. Приходится чуть-чуть шкурить, чтобы она влазила. С трудом притом влазит. Но как бы проблема данного, скажем, сверла заключается в том, что коронки видно, что она подгоревшая. Хоть там быстро, медленно сверлишь, не столь важно. Косяк заключается в том, что она края рвет. Данная коронка рвет края, это во-первых. Во-вторых, она медленно сверлит. Да, может быть качество не то, может быть не той фирмы. Покупал комплект за 800 рублей. Итог, рвет края. Поэтому брал, сверлил данной коронкой на 60 миллиметров. Дальше брал данный трафарет и приставлял к деревяшке, уже фрезой по трафарету обходил. То есть там 60 миллиметров я уже фрезой добирал до 76 по этому трафарету, и тем самым делал отверстия для данных лампочек. Но проблема заключается в том, что слишком много времени уходит на то, чтобы просверлить, фрезой выбрать. И поэтому искал варианты, как можно решить данную проблему. И вот нашел в магазинах сверло DeWalt. Стоит оно 1500 рублей, 1600. Решил купить, попробовать. Как раз самое главное, что у нее диаметр не 75 под лампочку, а 76. То есть лампочка должна входить, вставляться без проблем. То есть вместе с цоколем должна вставляться. И как раз дальше мы это проверим. Вот. Да, 1600 стоит. Но решил проверить. Что в комплект входит? Сверло. Оно тяжелое. Сейчас не скажу, сколько весит. Тут, если видно, 76 написано как раз миллиметров. Не знаю, Китай, не Китай, но качество, заточка хорошая. Но если присмотреться, то местами видно, что где-то слишком заточено, где-то среднее. То есть, насчет остроты мы проверим на деле. Что еще в комплект входит? Входят наконечники запасные и ключ. Наконечник тут получается как саморез. То есть он, когда начинаешь сверлить, он вкручивается и не дает сверлу прыгать. И отсюда как раз должна быть чистый рез быть. Как раз тоже это проверим на деле. И наконечник, как я понимаю, запасной, потому что, наверное, ломается. Ну что, приступим к тесту сверла. Ну что, сейчас проверим как раз два сверла. Старую коронку, которую я до этого сверлил, и после чего надо было фрезой проходить по трафарету, и данным сверлом новым. Начинаем. Кстати, вот про данное сверло на сайте написано, что надо использовать дрель минимум 900 Вт. Данная дрель Bosch 19.2, она 900 ваттная. Ну что, проверяем.
Даже дрель стала прокручиваться. В итоге просверлить до конца не смогли. Вот если увидеть края, то очень хорошо видно качество. Поэтому приходится меньшим диаметром, потом фрезой, чтобы не было рваных краев. Вот такие вот они рваные. При том, что я сейчас показал как на маленьких оборотах, так и на больших. Она ждет дерево. Дымится, скажем, очень сильно. Надо окна открывать. Особенно если в лампе 6 отверстий, надо такие сделать, то придется, скажем, все окна открыть. Да, можно сказать, что может некачественное сверло, но я перепробовал таких коронок порядка 4 штук от разных производителей. Поэтому сейчас проверим обороты. Дальше проверим. На всякий случай подложим, чтобы не в металл у нас ушло сверло. Неохота сразу испортить его за 1500. Подкладываем данную деревяшку и вот эту. Ну что, начинаем сверлить. Да, опилок немного, но заметим скорость, за которой мы просверлили данное отверстие. Сколько мы это сверлили, при том, что он диаметром меньше, и сколько это отверстие сверлили. И теперь смотрим на качество. Сравниваем два. Вот края и данные края. Есть разница? То есть тут обрабатывать уже ничего не надо. Ну, если захочется, можно чуть-чуть закруглить фрезой, там, например. Или шкуркой подшкурить. Просто, чтобы не было, ну, градус, 90 градусов. А тут надо фрезой по трафарету идти. А теперь самый главный момент. Проверяем. Лампочка вставляется. И берем цоколь. Патрон. Вот патрон встал. Дальше берем лампочку. Все, лампочка стоит. Можно патрон чуть-чуть пододвинуть вровень с деревом. И получается ровная стоит лампочка. Чистовая работа, можно сказать. В данном случае это была сосна, половая доска. Ну, просто для теста. То есть видно было, за сколько данное отверстие было просверлено и сколько данное. Понятное дело, что можно еще чище просверлить, если поставить данное, скажем, типа станка, данного станка поставить на стол, прикрутить к столу, а не качающейся доске. Но это только для тестов, пока мастерская делается, поэтому пока для тестов так было сделано. Потом, понятное дело, что будет к столу прикручено, а в дальнейшем будет уже сверлильный станок. Там уже, извините, другое качество будет. Вот, и могу так сказать. Как говорится, каждый сам умеет считать деньги. И правильно, есть поговорка: я не такой богатый, чтобы покупать дешевые вещи, да?
Есть такая поговорка. Ну так вот, данное сверло 1500 рублей стоит. Фирмы DeWalt. Это не реклама. А сверло, данное сверло, которое так и не смогло прорезать. Данное сверло стоит всего лишь, ну, набор 600 рублей, может чуть больше. Но я таких штук покупал, наверное, на комплектов 3 или 4 штуки. Потому что думал, ну, другой фирмы возьму, попробуем. Может, просто плохой фирмы взял там и т.д. и т.п. Ну, итог какой. Да, можно сказать, что тут много всяких диаметров, поэтому что сравнить. Ну, лучше одного диаметра взять, но разный, ну, имеется в виду сверло, чтобы одного диаметра делал отверстие, чем вот такой вот конструктор Лего. Потому что данных конструкторов я 3 или 4 штуки взял, вроде 4 брал. Каждая по 600 рублей, умножаем 2400 получается. А данное сверло 1500 рублей стоит. При том, что после до этого сверла надо еще фрезой обрабатывать. Притом много обрабатывать. Надо трафарет, по трафарету, и времени. Сколько времени уходит? Ну, на одно отверстие там уходит порядка, ну сколько, 15 минут уходит. А вот, и, ну, плюс ванизма, потому что дерево горит, дымовуха, надо окна открывать, ну и все остальное. А данное сверло, как видите, никакой дыма не делает, вони нету, и сверлит сквозное отверстие, ну сколько там, за 10 секунд посверлило. Да, а единственный момент, что надо 900 ватт минимум дрель. А так, мне понравилось. Лучше брать такие сверла, чем вот такую не понять что. Все, всем спасибо за просмотр. Смотрите дальнейшее видео, в котором будет рассказываться о мастерской, о подготовке к мастерской, о данном устройстве лебедки. Она нужна для того, чтобы купил для того, чтобы на крышу затаскивать станки. 500 килограмм может поднимать. Вот будем тестировать скоро, поднимая станки на 3-й этаж. Так что будет видео и про данную лебедку. Но она стоит 200 стоила. Посмотрим, оправдается или нет. Но это потом. Так что не забываем подписываться. Всем пока, до свидания.